На моем канале периодически выходят видео для тех, кто войну с Украиной поддерживает, ну или как минимум не выступает против. И прежде чем вступать в спор со зрителем, мы стараемся найти позиции, по которым мы согласны. Найти общие ценности и строить разговор, отталкиваясь уже от них. Так, например, возник наш цикл про города Донбасса, и мы его будем продолжать. О том, как жили люди в Бахмуте, Угледаре, Красногоровке, Попасной, прежде чем города эти были стерты с лица земли. В комментариях часто замечали, что такой предметный разговор про конкретный русскоговорящий город помогает сделать невозможное – переубедить сторонника войны. Потому что благополучие русскоговорящих людей, в том числе этнически русских, живущих на востоке Украины, это ценность, вокруг которой есть консенсус. Еще часто мы говорим про потери российской армии. Кажется, что жизнь и здоровье сограждан – это тоже универсальная ценность для всякого россиянина. Что для либерала, что для монархиста, что для коммуниста или русского националиста. Это вроде бы та концепция, которая понятна каждому и может сблизить оппонентов. На деле же не всегда. Когда Юрий Дудь пытался поговорить с Артемием Лебедевым о жизнях российских солдат, делая акцент на мобилизованных, Дудь будто бы говорил на каком-то непонятном для Лебедева наречии. В аналогичной ситуации оказался и я в разговоре со Стасом Васильевым в 23-м году. Артем Михайлович Милованов, 43 года, женат, маленькая дочь. Артем Юрьевич Шароглазов. Да, то есть мы не будем обсуждать фейки дочь. Максима Каца, но мы должны обсудить кого-то, у кого маленькая дочь. Недавно состоялся большой стрим Александра Штефанова и Юлии Латыниной. Оба собеседника вроде бы русскоговорящие, но общались будто на разных языках. Нашей редакции этот стрим показался интересным, потому что некоторые фрагменты выглядят очень типичными. Местами это будто бы стандартный разговор двух россиян с антивоенными и с провоенными взглядами. Причем не каких-то медийных людей, а обычных граждан. В чем именно сходство, сегодня обсудим. Только прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании мы собрали способы обхода блокировок, а также сделали отдельный сайт, где сравнили популярные VPN-сервисы. Спонсирует это дело компания MaxSwap, выпускающая виртуальные криптовалютные карты, которыми можно расплачиваться за границей, как обычными деньгами. Самая важная часть разговора Штефанова с Латыниной, на мой взгляд, та, в которой он настойчиво призывал собеседницу поговорить про насущные интересы граждан России. О том, как продолжение войны соотносится с интересами среднестатистического россиянина, который на этой войне в лучшем случае теряет в качестве жизни, а в худшем и саму жизнь. Российской Федерации сейчас предлагается заморозить войну по линии боевого соприкосновения. Путин от этого отказывается, потому что он, как лудоман в казино, со ставками и человеческими жизнями, думает, что он сейчас может забрать больше. Мне кажется, что будущее России принципиально не изменится. Будет ли в ее составе руины Славянска и Краматорска или не будет. Мне кажется, что это не принципиально для глобального исторического будущего России. Путину кажется иначе. Путину кажется, что слишком слабо будет закончить войну просто вот по текущей линии разграничения. Он считает, что у него инициатива, он считает, что он наступает. Может быть, это так и есть. Он считает, что сможет додавить и взять больше. Но в этой вот лудомании путинской, он ставит человеческие жизни. И я вот хочу вот как-то, понимаете, вы как-то уходите от того, чтобы вот этому оценку дать конкретную. Поначалу Штефанов терпел неудачу за неудачей, потому что разговор все время соскальзывал на какую-то другую тему. США, Иран, Ирак, зловредные леволибералы, лицемерный Майкл Макфол и даже грамматические особенности китайского языка. Один участник стрима пытается ввести в уравнение россиян, другой их из уравнения сразу же исключает. Я думаю, многим из вас знакома эта проблема. Разговор просто не выходит удержать на главной теме, потому что собеседник с нее постоянно уходит. Путин прав в том, что он начал эту войну? Трамп прав, что он начал войну с Ираном? Мне кажется, что ведь можно первое, что сделать, во-первых, это поставить интересы россиян выше. И если вы говорите, что вы не знаете и, может быть, будет лучше, я бы хотел вот задать конкретный вопрос, попросить вас. А расскажите, как жизнь россиян улучшится, если Владимир Путин провоюет еще год? Вот если мы еще год провоюем, что россияне получат? Вот какие-то... Вот простой россиянин, средний россиянин, что он получит от еще года продолжения этой войны? Даже 2 лет продолжения этой войны, 3 лет. Вот как-то вот стратегически какие-то. Можете несколько вариантов предложить? Вот что конкретно он получит? А можно встречный вопрос? Да. А что он получит, если эта война закончится? Но Штефанов оппонента все-таки дожал. И Латынина на 37-й минуте озвучила идею, которая, на мой взгляд,
лежит в основе провоенных взглядов. Просто не все спикеры имеют смелость высказать ее прямо. Если говорить о среднестатистическом россиянине, то можно я скажу честно, он как жил в говне, так и будет жить в говне. На грубую реплику Латынина я бы ответил не менее грубым изречением бывшего министра экономики России Андрея Нечаева. Не то плохо, что мы в жопе, а то, что мы решили в ней обустраиваться. Поддержка войны – это идея в корне антироссийская, потому что проистекает из полного отсутствия веры в страну и в ее граждан. Из засевшей установки «хорошо не жили, нечего и пытаться». Как бы парадоксально ни звучало, но нынешний пропутинский милитаризм – это радикальная форма капитулянства. Давайте, дескать, признаем историческую предопределенность. Никогда не будет россиянин жить как норвежец. Так пускай, мол, свою никчемную жизнь хотя бы на новые территории обменяет. Штефанов не единожды приводит аргумент. Россия в неприемлемых масштабах теряет своих граждан, а взамен получает разоренные территории с одинокими пенсионерами, которые решили не эвакуироваться. Но для Латыниной этот аргумент не рабочий. Российские граждане так и так умрут. А вот завоеванные земли почему-то, по ее мнению, останутся. Конечно, можно стенать, что значит в Мариуполе бабушки, но, понимаете, бабушки, дедушки, другие люди, а Мариуполь останется. И новые территории, вернее, старые возвращенные территории останутся. Это Жить первое. там кто будет? С коэффициентом рождаемости 1,5 на женщину, просто уточним. Ну, давайте вот уточним сходу. Кстати, суммарный коэффициент рождаемости, согласно Росстату, даже не 1,5, а 1,37 рождений на женщину. У Латыниной же такая логика. Людские потери для России не страшны. Так страна, дескать, избавляется от ненужных ей людей. Поэтому демографическое сальдо, мол, в итоге положительное. Так вот, несмотря на это, тем не менее, там просто чисто по количеству душ получится, что Путин в плюсе, а не в минусе. Другое дело, что вы скажете, что там бабушки и так далее. А я скажу, что давайте все-таки не будем считать дословно, потому что зато большое количество погибших на войне – это зэки или вообще какие-то маргинальные люди, которые типа с глаз долой, из сердца вон. Да? Сказанная не случайная оговорка, а идея, которую Латынина последовательно отстаивает. Ранее на «Живом гвозде» она использовала выражение «демографический балласт». Надо цинично признать, что значительная часть погибших с российской стороны – это либо люди из тюрем, или люди, которые, как бы это сказать, не отличались примерным образом жизни. То есть это в значительной степени демографический балласт, как это не цинично это говорить. Но мы не знаем, в каком это количестве, поэтому не будем это обсуждать. Штефанов, кстати, обратил внимание, что большинство заключенных в России сидят не по самым опасным статьям, а за мелкую наркоту. Недаром 228-ю статью УК называют народной. Латынина с этим не согласна и приводит в пример убийства, совершенные вернувшимися с войны зэками. Поэтому, дескать, хорошо, что большинство помилованных Путиным уголовников с фронта не вернулись. Но что же это за логика такая? Исправительные учреждения не для того придуманы, чтобы большинство заключенных убить, а малому меньшинству дать боевой опыт и с ним запустить обратно в общество. Никого нельзя убивать. Колонии нужны, чтобы преступников исправлять. А сама постановка вопроса совершенно людоедская – записывать людей в балласт. Любых людей. Но вообще, даже если не говорить про заключенных, все вот это новая система ценностей, которую в ноябре 22-го предложил лично Владимир Путин. Коротко она звучит так. Зато не от водки и ДТП. В ту пору лояльные военблогеры продвигали понятие «Кузьмич» – собирательный образ российского мужика, которому самое место на войне, а для нормальной жизни он, мол, негоден. Спустя время в сеть ушел целый монолог бывшего премьер-министра ДНР, ныне думского единоросса Александра Бородая. Он рассуждал о лишних людях. От своих слов он не отрекся, сам подтвердил подлинность аудиозаписи. Сложно разбирать такую риторику. Она в корне противоречит как идеям гуманизма, которые я стараюсь здесь продвигать, так и основному закону страны, где высшей ценностью назван человек. Но попробуем просуждать в категориях Латыниной. Нельзя не задаться вопросом. Значительная часть так называемого этого балласта в структуре российских потерь – это какая часть? Не существует статистики, какая часть погибших вела асоциальный образ жизни, а какая занималась производительным трудом, воспитанием детей и заботой о пожилых родителях.
Но очень верно заметил автор одного из самых залайканных комментариев под стримом. Цитирую. В разговоре о лишних людях Латынина забыла упомянуть о мобилизованных. В начале войны в жесточайшей форме произошла мобилизация в ЛДНР. Выгребли почти всех мужчин от 18 лет, включая студентов местных вузов даже. Людей отлавливали на улицах и не проводили никакой селекции. Кто это, мол, полезный для общества человек или нет, и насколько. Десятки тысяч дончан и луганчан убили, введя в обиход понятие ЖНР – Женские народные республики. Причем такие потери медиазона в своей статистике не учитывает, поскольку на тот момент народные милиции самопровозглашенных республик не считались частью российской армии. 4 ноября 2022 года Владимир Путин заявил, что в войска мобилизовано 318 тысяч российских граждан. Число это, если и правдивое, то не окончательное. На международно признанной территории России и в Крыму мобилизация продолжалась до конца года, а в отдельных регионах шла и в начале 2023 года. Подпадали под нее среднестатистические граждане от 19 до 63 лет. 50% были женаты, более чем каждый второй воспитывал детей. Это, кстати, официальные данные Минобороны России. Наших мужиков, мальчиков наших, брата моего, дядю моего отправили. Гордитесь за него? Да, главное, чтобы приехали домой живыми, здоровыми. Очень страшно. Быстрее бы это все закончилось. А сколько ему лет? Ему 19 лет, он 2 месяца назад пришел с армии. Его опять забрали. Те, кто воюют, все маргиналы. А у нас забрали сотрудника, интеллигентного человека и совсем не по доброй воле. Отца 3 детей. 2 раза пыталась его семья отбить, все равно отправили. Вообще, вот так публично оскорблять людей, рассказывать, что вот этих не жалко, они ведь отбросы. В России, на минуточку, действует призыв на срочную службу. Он всеобщий. Военкоматы не отделяют потенциально полезных ребят от потенциально бесполезных. Окончивший бакалавриат, магистратуру или даже аспирантуру без защиты диссертации призывается на общих основаниях, так как у него истекает отсрочка. Представление, что под призыв подпадают только самые непутевые, давно устарели. Это не так. В Москве уклонистов ловят по камерам с распознаванием лиц. А дальше лотерея, пошлют на границу или не пошлют. Предложат подписать контракты или заставят. И заставляют многих. От такой информации легко отгородиться, если события не коснулись персонально тебя или твоей семьи. Чужие жизни превращаются в эфемерную абстракцию, в отличие от конкретных километров завоеванной территории. Гибель и увечья сотен тысяч россиян в таком случае представляются явлением, которое не потрогать, не измерить. Зато захват очередного села легко отметить на карте, из-за чего спорить с людьми провоенных взглядов бывает невозможно. Разные представления о действительности, разное понимание важного и несущественного. 500 000 человек туда, 500 000 человек сюда, зато руины, которые раньше были Покровском, наконец-то наши. А скажите, вот когда Екатерина Великая, собственно, завоевывала эти земли, она что получила от того, что она победила? Тоже там... там же были все те же самые проблемы. Там опять люди гибли, на войну деньги тратились. Журналисту, который настолько уверенно говорит о войне, вроде бы стоило бы разбираться в тонкостях. Кто и как воюет, кто гибнет. А еще не помешало бы умение поставить себя на место других людей. Но в условиях войны можно сильно облегчить себе жизнь, если отказаться от этого качества. Возвыситься над ситуацией, примерить на себя роль этакого стратега. В таком случае меняется и язык, и логика рассуждений. Все-таки что средний россиянин получит от этой войны, если она будет идти еще дольше, чего он не получит сейчас? Вот мне интересно. Я вас предлагаю не мерить все интересами среднего россиянина, потому что, как бы вам сказать, средний россиянин, несомненно, да, и уж тем более российский бизнесмен, он хочет, чтобы от него отстали и дали ему жить спокойно. Я боюсь, что если бы история человечества мерилась интересами средних людей, то в мире, который существует, не было бы не только великих держав, но и не было бы и великих открытий, потому что отстаньте от меня со своим Эйнштейном. Поэтому я не хочу мерить интересами среднего россиянина те вещи, которые мерятся стратегическими императивами. Пример с Альбертом Эйнштейном не особо понятен. Ему повезло родиться в 1879-м, и начало Первой мировой войны он застал уже в статусе великого ученого. Родился бы он немного позже, и тогда рядовой Эйнштейн имел бы все шансы не сделать ни одного открытия и погибнуть
за стратегические императивы. За то, чтобы сдвинуть на полкилометра линию фронта под Верденом, например. В чем состоят нынешние стратегические императивы Путина, Юлия Латынина объясняла не 1 час. Стрим шел почти 4 часа и в основном состоял из длинных монологов, которые довольно сложно процитировать, поскольку для раскрытия позиции потребуются вставки по 10 минут каждая, а это уж увольте. В основном речь шла о мире абстрактных идей. Мире, где фейсбучный пост Виктора Шендеровича куда более важное событие, чем 203 тысячи некрологов, подсчитанных медиазоной. Нужно говорить, мол, не о человеческих жизнях, а о том, что Шендерович толкнул неправильную мысль. Что воинствующие леворадикалы осудили допуск России до Венецианского биеннале. Надо, мол, говорить не о содержании сотен тысяч молодых инвалидов войны, а о том, как 3 спикера с суммарной аудиторией в 30 подписчиков обсудили в берлинском офисе деколонизацию Мордовии. Думаю, вы много раз с таким сталкивались, когда с собеседником не выходит диалога из-за совершенно разной приоритизации фактов. Вам кажется, что мысли оппонента витают в каком-то далеком космосе, но он считает, что говорит о главном, о понятиях всемирного масштаба. А вот вы с какими-то там россиянами тут, значит, занимаетесь демагогией. Обратите внимание, как жестко Латынина прерывает Штефанова, хотя по ходу стрима он лишь изредка пытается вставить реплики в ее монологи. Я вам говорю просто, что в целом Россия теряет мужское трудоспособное население. Теряет то, что у нее в дефиците. Приобретает, действительно, в основном пенсионеров. Ну вот я был в Мариуполе, уже завоеванном Российской Федерацией Мариуполе. Я, видел состав населения. И я вам там сплошные убытки. Действительно, там вот нужно, чтобы они выстраивались в очереди, получали пенсию. Вот там такой расклад. Там ничего не приобретают. Средний россиянин, вот как интересами которого вы решили пренебречь ради интересов стратегической важности, ради интересов, видимо, России. Александр, вы мне все-таки давайте. дадите ответить, потому что сейчас вы, в общем, честно говоря, занимаетесь демагогией. Собеседники не смогли найти общего языка и насчет денег. Латынин настаивает, военные расходы, мол, следует считать в процентах от ВВП. Тогда, по ее словам, получается лишь 8%, а это совсем немного. Страна от прекращения войны, дескать, ничего не выиграет. Штефанов же считает не ВВП, а расходы государственного бюджета. В 2025 году каждый 3-й бюджетный рубль ушел в графу «Национальная оборона». Это 13 триллионов рублей. Для сравнения, в 2021 на оборону ушли 3 триллиона. Тут я бы добавил, что военные расходы вшиты и в другие статьи бюджета. Социальная политика включает пособия военным и их семьям. Национальная безопасность, борьбу с диверсиями, поиск изменников, военную цензуру и так далее. Ресурсы здравоохранения уходят на огромный поток раненых и инвалидов. Так что не половина всего российского бюджета уходила на войну. Но от таких мыслей легко отвлечься, если задать ту самую более широкую рамку, начать мыслить исторически. В такой системе координат не только человеческие, но и денежные потери – ничто в масштабах большой стратегии. Я просто хотела обратить ваше внимание, что многие стратегические императивы не поменялись, что помимо экономики есть геополитика и стратегия, и что, в частности, Екатерина Великая, понеся большие и даже разорительные затраты, как, кстати, и Петр I, который воевал на севере, они получили новые земли, в данном случае старые земли, которые Россия себе возвращает, они получили стратегическое преимущество берега Черного моря. Из почти 4-часового стрима мы выбрали совсем малую его часть, которую сочли наиболее важной. Мы толком не разобрали ни аргументацию Юлии Латыниной, ни ее систему взглядов, ни стратегические императивы. Потому что задача была не в том, чтобы поспорить лично с ней, а обратить внимание, насколько на разных языках могут говорить 2 спикера из одной страны. В конце посмотрим такой фрагмент, он чуть дольше минуты. Вот я вам говорю, что нужно перейти от траты ресурсов на бессмысленное перемалывание десятков тысяч мужиков, сотен тысяч мужиков на Донбассе, созданию этих материальных благ. Вы мне говорите, да нет, на самом деле, какая разница? Тратим 13 триллионов на то, чтобы перемалывать мужиков, или на то, чтобы строить дороги, или на то, чтобы развивать инфраструктурный проект. Да нет разницы. Мы сейчас тратим эти 13 сколько вы сказали? Триллионов. 13 триллионов
на то, чтобы нанести существенное поражение Украине. К сожалению, еще раз повторяю. Потому что это очень страшная ситуация, когда две части бывшей империи, две части единой страны уничтожают друг друга, и это игра с уменьшающейся суммой. Но вот представьте себе, вы схватились, вот действительно в борьбе не на жизнь, не на смерть, с вашим братом. Вот так получилось, что вы с ним поссоритесь, и остаться должен только один, и вы друг друга ненавидите. Штефанов в разговоре с Латыниной выступает омбудсменом российских граждан, которым незачем беднеть, хранить близких, терять здоровье и жизнь на войне. Он ничего не говорит об Украине, как о суверенной стране, в которую вторглась оккупационная армия. Это соответствует и взглядам самого Штефанова, и в принципе разумно, как тактика ведения дискуссии с провоенно настроенным оппонентом. Если собеседник считает, что цель России – нанести существенное поражение Украине, бессмысленно говорить о том, что российская армия варварски уничтожает соседнюю страну. Он ничего плохого в этом не увидит. Как сказала Юлия Латынина, остаться должен только один. Иногда, чтобы донести мысль до оппонента, приходится проводить умственное упражнение – не замечать слона в комнате. Но слон там все равно есть. 5-й год подряд российская армия далеко не только вытягивает людские и материальные ресурсы из России, но и совершенно ни зачем убивает граждан близкой для нас страны. Дня не проходят, чтобы российские ракеты, дроны и бомбы не убивали мирных людей в их домах, и взрослых, и детей. Что не зима, то попытка людей уморить холодом. Что не выпуск новостей, стремление их расчеловечить, причем в выражениях, копирующих стилистику «Радио тысячи холмов» в Руанде. На оккупированных территориях людей лишают прав на собственное жилище, а то и на жизнь. Все это делается совершенно ни зачем. Эти преступления необходимо осмыслить, точно так же, как и собственные потери. Без этого вылезти из ямы и вернуться к нормальности не выйдет. До завтра.